От чего вам нужно избавиться? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, это просто какая-то мистика. Ну, реально, ребят, постоянно в сигнификации семейная карта. Ну, вот как вы это объясните? Вот скажите. Ой, ну, что я вам скажу? Ребята, вы горячие. Горячие вы в том плане, что всегда будете отстаивать свое. Вы можете даже не смолчать, если видите, слышите какую-то несправедливость и по поводу не только ваших близких, а если, допустим, обижают, как-то унижают, может быть, даже других людей, там, коллег, знакомых, да даже, в принципе, за чужих людей вы можете защититься, вернее, защитить. Вы человек, возможно, обладающий даже вспыльчивым характером. Вы не побоитесь идти один против толпы. Возможно, даже у кого-то из вас по жизни были такие ситуации, когда вы, ну, реально один против толпы. Особенно это бывает, когда это, да, молодые, горячие, такой весь рубаха парень. Напишите, у кого это проигрывается. И, кстати, давайте сделаем сейчас маленький опрос. Напишите все, пожалуйста. За что, может быть, вот последний раз вы боролись, пытались отстоять, может быть, вот что вы отстаивали, какая конфликтная ситуация, вот, ну, последняя у вас была в жизни. Если не было, так и напишите, что давно не конфликтую. Вы человек, который, возможно, вынужденно ушли от своей любви. С чем это было связано? Ну, то есть это ситуация, когда вы, допустим, разошлись, ушли от женщины, потому что, ну, все-таки еще ее любили. Но здесь женщина скорее любила такие пьянки-гулянки, и здесь пришлось вам поставить точку и уйти. Хотя на тот момент вы женщину не разлюбили, вы тяжело это переживали, возможно, все еще переживаете, да, опять же, независимо от того, как давно это произошло, ну, такой длительный период, потому что, опять же, у нас идет семейная карта, поскольку либо же вы были в серьезных отношениях, может быть, в длительных отношениях с этой женщиной, у кого-то семья могла быть, либо же вы планировали семью с этой женщиной, а она вот так вот несерьезно к вам отнеслась. Причем даже, возможно, вот когда вы разошлись с этой женщиной, может быть, даже до сих пор на женщин особо не обращаете внимания. Вот настолько больно, настолько было обидно, когда ты вкладываешь душу в любовь, в отношения, там, в семью, а тебе так черной неблагодарностью платят, да. Но здесь такое тотальное разочарование может у кого-то проиграться. Здесь может быть даже, что вокруг вас полно, в общем-то, женщин. Вы можете даже работать в женском коллективе, либо по работе как-то связанные с множеством женщин. Но вот именно вот как каких-то потенциальных будущих, там, я не знаю, жен, невест, как угодно, вы не замечаете, либо не замечали очень долгий период. Напишите, у кого это проигрывается. Но, как я вижу, опять-таки, да, и вы видите десятка кубков, которая у нас переходит из расклада в расклад. То есть это такие потайные вашей души, да, как бы не было тяжело, больно и как бы не было. Ну, посмотрите, да, для себя кто-то вообще поставил крест на семье. Есть среди вас те, которые решили, что все, больше никаких женщин, никакой семьи, не хочу ничего. И тут же мне показывают, что как бы тяжело вам не было, все равно, ребят, и это пройдет. И это состояние, эти мысли пройдут, потому что время лечит. И все равно, поскольку вы, ну, по своей природе, вы человек семейный, вы будете, ну, даже это не обсуждается. Даже не, ну, вы посмотрите, ребят. Все равно ваше такое потаенное, да, ваша душа, вот все равно говорит о другом.
Насколько бы не были тяжелы ваши душевные раны, все равно вы надеетесь и будете надеяться, и вы встретите свою новую женщину, которая, возможно, даже станет вашей женой, вашей новой любовью. У кого-то, ребят, может проиграться, что она далеко живет. Поэтому, забегая вперед, я просто немножечко успокоила тех из вас, кто сейчас страдает, кто, может быть, разочаровался в женщинах. Ну и опять-таки у нас снова вы в сигнификации выпали жезловым королем. О чем это говорит? Ну, в общем-то, первая и последняя карта, да, они, в общем-то, связаны, потому что жезловый король – это парень горячий, то есть вы человек такой, ну, помимо того, что можете быть вспыльчивый, активный, страстный, ревнивый, вы человек действий, вы не боитесь конфликтовать ни с кем. Вот если того требует ситуация, если нужно за что-то бороться, ну, вы пойдете напролом, вы четко идете к своей цели, вы четко добиваетесь. Ну и то, что вы человек действий, это дорогого стоит. Вот человек поступков, это, ну, просто, знаете, это мечта любой женщины. Еще что о вас мне коротко расскажут карты. Хочется любви. Хочется любви, и это даже не обсуждается. Видите, ребят? Ну, в принципе, сигнификация, я смотрю, мне одну и ту же информацию показывает, да, что вот есть среди вас либо те, кто еще не отпустил прошлое, кто не замечает других женщин. Вот я вам, опираясь на Таро, говорю, что, ребята, пора поднять буйную головушку, те, кто страдает, и все-таки посмотреть, что вокруг тоже есть женщины, что мир не остановился, и не зацикливайтесь на прошлом. Чем больше вы будете думать о прошлом, чем больше вы будете вспоминать прежних женщин, тем дольше вы будете выходить из этого состояния. Я это очень часто говорю. Вы человек, вообще вы такой по жизни, да, но я не беру во внимание вот эти вот тяжелые периоды. А вот какой вы? Вы человек-праздник. С вами всегда было, ну и будет, конечно, есть, если вы уже отошли от этих тяжелых энергий. Всегда с вами весело. Вы умеете создать праздник. Вы умеете, даже если, допустим, вы вот арендуете на день рождения, на Новый год, либо еще на что-то, какое-то кафе, ресторан, вы умеете со вкусом это все обустроить. Вы умеете организовать любое торжество. Возможно, даже вас куда-то приглашали тамадой, да, вот, потому что вы умеете и юморить, вы умеете вот именно создать такую атмосферу веселости, веселья, праздника. Поэтому это у вас тоже очень ценится. Ну и, конечно же, то, что для вас любовь и семья – это важно и нужно. Хоть как бы вам тяжело сейчас не было, ребят, но это мы уже копнули ваши такие потайные души, ваши скелетики немножко достали. С одной стороны, вот посмотрите, да, вы можете пребывать в очень таких расстроенных энергиях, потому что либо долго не могу найти женщину, либо разочарован в женщинах, либо не получается, романы распадаются. Но, тем не менее, вот любовь, семья – это ваше все. Поэтому давайте-ка посмотрим, от чего же вам все-таки нужно избавиться. Может быть, что-то стопорит вашу жизнь, может быть, что-то вам мешает. И неважно, в характере, может быть, какие-то люди, события вам мешают. Просто стать счастливым, либо как-то поменять свою жизнь. Давайте-ка смотреть, от чего же вам нужно избавиться. Во-первых, на ком-то из вас, опять-таки мне показано, есть негатив, ребят. Это тоже у нас уже не первый раз показано в сигнификации. Нужно кому-то из вас избавиться от негатива, причем этот негатив затрагивает именно личную жизнь. Если у вас, я повторяю, есть какие-то подозрения, хотя может подозрений и не быть, потому что далеко не все мужчины в это верят, да, в магию, но именно вот из-за магии, из-за такого воздействия магического у вас могут не ладиться, либо же все новые отношения, вот вы знакомитесь с женщиной, либо это все быстро заканчивается, либо вы можете долго быть в одиночестве.
либо же вообще, ну, такое состояние, что вот ничего не хочу, не буду, все женщины плохие, ну, может накрывать, но опять же, у всех это по-разному, могут одолевать разные мысли нехорошие, причем здесь может быть и такая, знаете, внутренний настрой, что ли, да, вот по поводу женщин, что вот все плохие, опять же, это все может идти от негатива. Поэтому, ребят, у кого есть что-то подобное, добро пожаловать, всегда, чем могу, помогу, на диагностику, если нужно, чистку и защиту сделаем. Вам нужно избавиться от негатива, это первое, у кого это срезонирует. От чего еще нужно избавиться? Кого-то из вас одолевают вообще такие мысли, знаете, по поводу вообще вашей всей жизни. Здесь однозначно нужно избавиться от негативных мыслей, потому что здесь могут быть такие, знаете, упаднические еще мысли, особенно у тех, у кого финансовые проблемы, что вот вы то ли неудачник, что вот за что вы не беретесь, вот не получается. Можете даже еще думать, что это вот после того, как вы, может быть, развелись, разошлись, что вот вся жизнь пошла наперекосяк, что это все ваша бывшая виновата. Бывшая очень большая любительница денежек была, в принципе, она такая и осталась. Но вот многие такие мысли вас накрывают, причем эти мысли могут быть даже беспочвенные. Почему-то такое разочарование есть в ком-то из вас. Берите под себя, ребят, я буду разную информацию говорить. Понятно, что это не все 100% для всех, это общий расклад. Можете даже кто-то начать, знаете, вот я не знаю, может быть, типа философствовать, вопросы жизни и смерти, обдумывать. Особенно это может проиграться, у кого уже такой довольно почтенный возраст, и вы можете рассуждать, что вот уже много лет, да кому я нужен, и одинокий, и уже скоро как бы туда, к праотцам. Ну, то есть вот такого характера еще могут мысли накрывать. Любые негативные мысли, которые вас одолевают, у каждого они свои, от них нужно избавляться. Чем быстрее, тем лучше. Просто вы осознанно переключаете свое мышление на все, что угодно. Хоть о погоде думаете. Вот только начинаете, вы же понимаете, вы же взрослые, адекватные все люди, да? Только чувствуете, что опять думаете о чем-то плохом. Сразу же о погоде, о работе, о детях, о внуках, о чем угодно думаете, только не о плохом. Немедленно избавиться, потому что в свою жизнь будете притягивать то, о чем вы думаете. Те плохие ситуации, плохих людей будете притягивать. Поэтому позитивное мышление, только позитивное мышление. Кому-то из вас нужно избавиться от вещи. Вот какая-то вещь лежит в вашем доме, которая вам напоминает очень сильно о прошлом. Возможно, это кто-то из тех людей, с которыми вы уже не общаетесь. Может быть, у кого-то это бывшую напоминает. У кого-то еще какого-то человека, с которым вы давно не общаетесь, но вот как только вы взглянете на эту вещь, может быть, это фотография, которая стоит на видном месте, у вас как будто переворачивается все в душе. Вот становится невыносимо тяжело, больно как-то. Но вот именно может быть одна-две вещи, у всех по-разному. Она может быть либо где-то просто в доме вот лежит, и вы как только натыкаетесь там в шкафу, либо же там на видном месте, если она стоит, тем более, как только взгляд упадет на эту вещь, душа болит, а сердце плачет сразу же. Поэтому, если эта вещь вам очень дорога, ну, постарайтесь тогда куда-то уж ее, ну так, подальше упрятать, чтобы не бередить себе душу. Может быть, этого человека нет уже в живых, да? Может быть, еще какие-то трагичные ситуации, связанные с этим человеком и с этой вещью. Знаете, как обычно хранят что-то такое важное, ценное, но тем не менее душа болит, когда ты видишь, либо берешь в руки эту вещь. Поэтому тоже позаботьтесь, потому что будет накрывать. Вот будете после каждого соприкосновения, либо после каждого взгляда с этой вещью может накрывать, ну, такое депрессивное состояние. Лучше куда-то подальше положите. Ну, захотите когда-то там вспомнить, поностальгировать, тогда возьмете.
А так, чтобы это было прям под рукой, где-то рядом, лучше этого не делать. От чего еще избавиться? Избавиться от всех обид, которые у вас есть, возможно, какие-то конфликты с людьми, с которыми вы сейчас можете не общаться. Неважно, кто это, у каждого это будет свой конфликт. Это могут быть и старые, там, я не знаю, друзья-приятели, кто-то с детьми, может быть, с внуками, ну, взрослыми людьми уже, да, конфликтует. Кто-то, может быть, с родственниками поссорился. Ну, неважно, у каждого это свои конфликты. Вот все-таки лучше как-то примириться с этим человеком. Сделайте первый шаг, потому что потом будет совесть мучать. Придет какое-то время, и, ну, станете постарше, очень сильно будете потом кусать локти, что почему вы не сделали шаг, почему не помирились и не наладили. Я не говорю, что там целоваться в засос прям с этим человеком, но наладить как-то отношения, потому что, в общем-то, этот человек для вас дорог, вот с которым вы конфликтуете. Я не про совсем чужих людей говорю, не какие-то там коллеги по работе, а вот именно те, кто входили, ну и входят, в общем-то, в ваш близкий круг. Сделать этот шаг, и даже, возможно, этот человечек ждет этого примирения. Очень хочет тоже с вами помириться. Избавьтесь, то есть, от гордости, от гордыни, да, вот сделайте этот первый шаг, и будет вам счастье. Отношения наладятся, отношения снова станут теплыми, как когда-то были. Ну и еще от чего вам избавиться? Ну, здесь мне показано избавиться от ностальгии по бывшей, очень четко. Те, кто страдают, переживают, надеются помириться. Но я бы этого не советовала, потому что погрязнете вот в прошлом, как в болоте. Здесь женщина, которая... Нет, женщина как была, вот по дьяволу даже, как была гулящая предательница, изменщица, она такой и останется. Поэтому отбросьте, по крайней мере, постарайтесь отбросить все эти какие-то ностальгические моменты, переживания, страдания, потому что человечек не поменяется. Ну вот я вам скажу просто в двух словах, да, поскольку у нас дьявол, а дьявол такой, он искуситель. Здесь может быть женщина не только налево ходить, но и любительница бутылочки, рюмочки, да, то есть у нее такие предрасположенности есть. И если вы, к примеру, да, допустим, что вот вы так страдаете, хотите помириться, ну хорошо, вы вернулись. И снова через какое-то время вы узнаете, что она направо-налево ходит, где-то там употребляет что-то. И все пошло сначала. Только второй раз вам будет еще больнее пережить то, что вы уже пережили. Поэтому, ну, не зря мне показано, что эта женщина очень такая большая любительница кекса, очень любительница разнообразия в мужчинах, большая любительница прыгать по жезлам. Поэтому, ребят, оставьте эти мысли, вернуть то, что уже ушло. Ну, не зря высшие силы вас развели и отвели друг от друга. Иногда нужно сказать спасибо, да, что лучше раньше отвели, чем поздно. И когда уже, как говорится, там 30-40 лет прожито, да, а потом человечек показывает свое настоящее лицо. И вот тогда уже печалька, когда жизнь прожита, ты пролюбил эту женщину всю жизнь, оказывается, она всю жизнь где-то там прыгала по жезлам. Это, конечно, ужасно. Ну, давайте еще напоследок посмотрим, от чего еще избавиться. У кого-то из вас, ребят, из-за ваших вот этих переживаний жизненных, у каждого они свои, могла сформироваться такая привычка, ну, немножко дружить с бутылочкой, да, вот я именно к тем обращаюсь, я не говорю, что вы там где-то валяетесь под забором, но вы знаете, о ком я говорю, это может частое употребление быть, некоторые это называют, ну, я там перед ужином, да, стаканчик, к примеру. От этого лучше избавиться, потому что будете все больше и больше это делать. У кого-то еще, у вас есть друзья-приятели, которые любят с бутылочкой подружить, которые
могут вас подначивать, которые могут, ну, в общем-то, либо же в компании приглашать, да, что вот, давай, пошли посидим. Эти компании, посиделки с бутылочкой могут быть довольно частые, все чаще и чаще. Поэтому не нужно вот в эти сети попадать, потому что потом будет проблема, потом может у кого-то из вас проиграться зависимость. Поэтому избавляйтесь от этой привычки. Ну, хотите где-то, ну, иногда там по праздникам, ну, пусть это иногда будут какие-то посиделки, мальчишники, но не так, что там каждый день, через день, потому что есть среди вас те, которые могут очень быстро втянуться в это. И потом этот стаканчик перейдет в бутылочку и так далее. Вот такой был сегодня расклад. Берите для себя кому что полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!